Есть на одной из карт 1698 года вот эта загадочная надпись. Обратите внимание на область, очерченную красным квадратом. Это устье реки Амур. Тут достаточно разборчиво читается странная надпись. До сего места Александр Македонский доходил, ружье спрятал, колокол оставил. Какое такое ружье во времена Македонского? И нет, это не чей-то розыгрыш и не позднейшая приписка. Эту надпись Семен Ремезов оставил собственноручно. В этом видео будем разбираться, было ли огнестрельное оружие во времена Александра Македонского, а если и было, то когда же эти события происходили. Официально огнестрельное оружие и пушки начали широко применяться лишь со времен испанской колонизации, а вот во времена Александра Великого официально никакого огнестрела не было. Были луки, стрелы, мечи, копья и прочее холодное оружие. Александр Македонский – выдающаяся историческая фигура. С альтернативной точки зрения он представляет собой интересную личность, поскольку многочисленные источники предоставляют парадоксальную и неожиданную информацию о его жизни. На Западе эти источники известны как «Сказания об Александре». В восточной традиции они известны как «Эскандер Намеха». Конечно, официальные ученые считают эти источники ложными и, как правило, отвергают их. Но что, если рассматривать эти книги с альтернативной точки зрения? Я сосредоточусь на небольшом отрывке из Шахнаме, посвященном войне Александра с индейским царем Пором. Есть очень весомые доказательства, что Александр использовал огнестрельное оружие и ружья. Анализ текста позволяет предположить истинную дату и возможное место написания Шахнаме. Тем не менее, загадка армии слонов, которые были у индийского царя, остается неразгаданной. После завоевания Персии Александр, Искандер, движется на восток. Он ведет свою армию против индийского царя Пора, Фура. Как рассказывал Левашов, Александра обучал темный маг Аристотель, а цель похода Александра в Индию заключалась в том, чтобы уничтожить Веды, которые передали арийские волхвы индусам на хранение. Веды были написаны на воловьих шкурах. Далее я представляю перевод интересной части Шахнаме. Как уже заметили другие исследователи, текст расплывчат, поэтому я постараюсь сделать все возможное. Наиболее интересные моменты будут сопровождаться построчным переводом. Искандар составил новый план битвы. Искандар приказал 60 астрологам и мудрецам давать советы по битве. Когда индейский царь Пор, Фур, узнал о приближении врага, он выбрал подходящее место для битвы, выстроив слонов впереди и воинов позади них. Тем временем шпионы Искандера рассказали ему о боевых слонах в армии Фура и о том, как боевой слон может убить лошадь с расстояния 2 миль. Был ли это обыкновенный боевой слон, или это было некое оружие, которое тогда называли слоном, доподлинно неизвестно. Одно понятно точно, что обычный слон не может убить лошадь на расстоянии 2 миль. Также, возможно, была ошибка при переводе мер длины, и 2 мили – это, например, несколько десятков метров. Шпионы также описали хобот слона, который под защитой Сатурна возвышается над воздухом, небом. Шпионы нарисовали изображение слона и показали его царю, который, кроме того, заказал восковую модель животного. Тогда Искандар обратился к своим советникам и сказал: «Кто может придумать способ победить слонов?» Мудрецы его двора задумались. Кузнецы сделали коня из железа, с железным седлом и железным всадником. Они использовали медь и гвозди, чтобы заделать все отверстия и швы. Затем они нагрели как всадника, так и тело коня. Он был установлен на колеса, и внутри он был наполнен черным нафтом. С помощью колес, тележек, они подвозили коня к королю, который был доволен устройством и увидел, что оно будет очень полезным. Александр приказал сделать более 1000 таких железных коней и всадников. Ни один правитель не видел до этого армию из лошадей, сделанных из железа. Устройства двигались вперед на колесах и выглядели в точности как кавалерия, подготовленная к войне. Когда Искандер приблизился к войскам Фура, среди облаков пыли с обеих сторон раздался громкий крик, и воины двинулись друг на друга. Затем люди Искандера подожгли нафта и железных коней, что вызвало хаос в армии Фура. Пламя вспыхнуло от железных коней,
И как только слоны увидели это, они поспешно бросились в атаку. Армия Фура пришла в смятение, когда хоботы слонов были охвачены огнем. Стражники слонов были ошеломлены. Вся индийская армия, включая ее могучих слонов, обратилась в бегство, а Искандер преследовал своих врагов словно ветер. Иллюстрация. Железная конница Искандера сражается с королем Фуром. Из Великой Ильханидской Шахнаме официальная датировка 1335 год нашей эры. Давайте проанализируем вышесказанное. Говорят, что была разработана новая военная тактика для победы над армией Пора, в частности, над могучими боевыми слонами. Идея заключалась в том, чтобы инженеры и кузнецы создали совершенно новое оружие. После проектирования был разработан прототип, а затем налажен процесс массового производства. Очевидно, что это новое оружие является огнестрельным, даже без дополнительных объяснений или комментариев. Боевая машина представляет собой полый герметичный предмет, заполненный черным нафтом. В настоящее время термин «нафт» обычно используется для обозначения нефти, нефтепродукта, но у него есть и другое значение. Раньше люди называли порох нафтом. В старом словаре говорится, что нафт – материал, разработанный учеными, загорается везде, куда его бросают. Шахнаме говорит, что нафт загорается и взрывается с большим количеством шума и пыли. Также подчеркивается, что его цвет черный, похожий на цвет пороха. Образ пушки становится более четким, когда к оружию добавляют колеса. Мы знаем, что зачастую оружие обычно называлось по названию животного. Его также украшали и полировали. Похоже, поэт имеет в виду колесные пушки. Однако мы читаем о коне и всаднике, которые атакуют противника огнем. Скорее всего, речь идет о колесных пушках или конной артиллерии. Поэт упоминает особый тип мобильного огнестрельного оружия, известный как замбурак. Это верблюжье ружье. У ружья есть поворотное крепление к раме, что позволяет устанавливать его на седле верблюда. Таким образом, ружье крепится к четвероногому животному. Ружье зажигается вручную, как и говорит поэт. Это ружье является ранним огнестрельным оружием. Оно приобрело популярность в XVIII веке на индийском субконтиненте. Имейте в виду, что художник находится под влиянием окружающей среды через то, что он видит и слышит. Поэт, по-видимому, пытается изобразить здесь армию замбураков, но образ нечеткий, смешанный с колесной пушкой. Интересно, что так называемая металлическая армия Александра VII упоминается и в других источниках. Согласно персидскому источнику XII века под названием Дараб-Наме, Александр, следуя указаниям Аристотеля, выковал коней и рыцарей из меди, установил колеса под их ноги и наполнил животы металлических фигур песком, серой и нафтой. Затем говорится, что слоны сгорели, коснувшись раскаленной металлической армии, которую выдвинули на поле боя. В другом источнике, датировка которого XII-XIV века, Искандер-Наме, говорится, что армия Александра обмазала верблюдов дегтем, соорудила ящики и погрузила их на верблюдов. В каждом ящике находился лучник с луком и стрелами, и во время атаки они бросали горящие бутылки с нафтой в испуганных слонов. Запутавшийся автор не уточняет, почему армия обмазала верблюдов дегтем. В ранней книге по военной технике Александр изображен с меофотоном, своего рода ракетой, и гигантской боевой повозкой. Рисунок. Александр, как изобретатель крупногабаритной военной техники, описанный немецкими инженерами в XV веке. Слева Александр держит ракету. Справа – гигантский танк или бронетранспортер с пушками, косами и колесами. Солдаты входят через главный вход. Когда была написана Шахнаме? Эта книга – чрезвычайно значимый исторический и культурный труд. Ее датировка может поставить под сомнение исторически принятые хронологические рамки и события. Если рассматривать металлическую армию Александра как тип колесной артиллерии, то Шахнаме не могла быть написана ранее XVI века. Если же поэт описывает замбурака, то это произведение конца XVII или начала XVIII века. Это объясняет, почему первый перевод на европейский язык состоялся лишь в середине XVIII века.
В общем, судя по огнестрельному оружию, эпоха Александра Македонского была не так давно, в XIV-XVII веках. Либо надо признать, что цивилизации развиваются циклично, бывают взлеты и падения, и огнестрельное оружие было изобретено в официальной датировке более 2000 лет назад, а затем из-за катастрофы был откат технологий, и оружие вновь было изобретено в XIV веке. Еще немного для размышления. Я вам как-то уже рассказывал, что в XVIII-XIX веке непонятно откуда взялась мода на картины, парсуны и лубок с Александром Македонским. Эта мода была как в Европе, так и в России. Были написаны десятки картин. Также в Санкт-Петербурге зачем-то были установлены конные скульптуры с Александром, и не одна. С чего вдруг? Город официально строился с нуля, а Македонский родился в 356 году до нашей эры. То есть более 2000 лет разделяли официальный XVIII век и эпоху Александра Македонского. Также вспомним, что Александра часто называли Великим, а Великий – это Северный. Так, например, титул «Великий» имели Петр I и Екатерина II, то есть они были северные, в то время, когда столица была в Петербурге. Но Македония или Греция – это же далеко не север. Но почему-то Македонского называли Великим, то есть Северным. Есть над чем задуматься. Еще можно вспомнить скульптурную композицию бати Александра Македонского Филиппа с подбитым глазом и вывернутым коленом и Аристотеля, которую официально установили в первой половине XIX века. А на этом все. Вот такие мои бредовые рассуждения и нелепые версии. Ваши правильные, как обычно, пишите в комментариях. Делитесь видео с друзьями, кто увлекается историей. До новых встреч. Пока.